Шикарный десерт на Новый год и новогодние праздники без хлопот. Знакомьтесь, рождественский штолен с творогом. Среди всех опробованных мной рецептов этот самый вкусный. И простота приготовления вас точно порадует. Это не труднее, чем испечь, скажем, кекс или печенье к чаю. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить его себе, ставьте лайк. Если вы уже думаете, какой десерт приготовить на Новый год, приготовьте творожный штолен. Почему именно его? Об этом расскажу чуть дальше. Если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Десерты на Новый год – это всегда штука довольно условная. Съестся торт или десерт или не съестся – всегда вопрос. Портятся же они довольно быстро, но праздничного сладенького все равно же хочется. И вот вам первая причина приготовить творожный штолен. Он прекрасно хранится. Даже если на сам Новый год до него дело уже не дойдет, вы без страха и с удовольствием съедите его позже. Вторая причина приготовить творожный штолен в том, что делается это за 3-4 недели до праздника. Этим временем он дозревает, становится еще вкуснее, ну а вы себе разгружаете предпраздничные дни. Третья причина приготовить именно этот творожный штолен в том, что я выбрала очень простой и быстрый рецепт. При этом штолен получается очень вкусным, но одновременно с этим он готовится быстро, без дрожжей, соответственно за него могут браться кулинары любого уровня, даже самые неуверенные. И четвертая причина приготовить штолен в том, что он может стать не только вкусным угощением, а еще и замечательным сладким подарком. Кстати, если вы любите дарить своим близким сладкие подарки, сделанные вручную, обратите внимание на мое видео с рецептами печенья. Там собрано целых 5 видов, ссылку я оставлю в описании. Для начинки потребуется 300 граммов сухофруктов по вашему вкусу. Я взяла по 100 граммов кокосовых цукатов, простого изюма и сушеной вишни. Вы можете использовать совершенно любые комбинации сухофруктов. Для замачивания необходимо 100 граммов крепкого алкоголя, бренди, коньяка, темного рома и так далее. Для теста потребуется 200 граммов сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры, размягченным. 2 яйца, тоже комнатной температуры. 150 граммов сахара, цедра и сок одного лимона. 250 граммов пастообразного творога, тоже комнатной температуры. 500 граммов муки, 100 граммов любых орехов, щепотка соли и 1 упаковка разрыхлителя. Для отделки нужно 50 граммов сливочного масла и сахарная пудра. Первым делом подготовьте сухофрукты. Отправьте все в глубокую миску и слегка перемешайте. Влейте к сухофруктам алкоголь. Сухофрукты нужно прогреть в микроволновке в течение 2-3 минут. Прогреваем мы их для того, чтобы они быстрее размягчились. Без прогревания их нужно было бы настаивать минимум в течение суток. Дайте смеси остыть, пару раз перемешав смесь за это время. Подготовьте сухую смесь для штоленов. В муку добавьте соль и разрыхлитель. Перемешайте и просейте все вместе. Так смесь станет однородной, разрыхлитель распределится и равномерно поднимет штолены. Вы можете часть белой муки заменить цельнозерновой. Получится тоже очень вкусно. Теперь нужно порубить орехи. Я использую смесь фундука и миндаля. Оба вида поджарены. Так их вкус будет максимально насыщенным в готовых штоленах. Рубите не слишком мелко, чтобы оставались заметные кусочки. Нарубленные орехи смешайте с мукой. Снимите цедру с лимона на мелкой терке. Разрежьте лимон напополам и выжмите сок. У меня экземпляр костлявенький, так что я выжимаю сперва в пиалу, а затем процеживаю сок через сито. Смешайте сок с натертой цедрой. В большую миску отправьте размягченное сливочное масло и сахар. Я обычно сперва растираю масло с сахаром, чтобы сахар не начал рассыпаться вокруг, но если у вас планетарный миксер или просто более глубокая и узкая миска, можно сразу начать взбивать эту смесь. Взбейте масляную смесь миксером до нежного, пышного, светлого крема. Теперь по одному введите в нее яйца, продолжая взбивание. Если в этот момент использовать яйца из холодильника, масло свернется и смесь получится комковатой, а текстура готовых штоленов будет другой, не такой нежной, как должна. Посмотрите, какая красивая масса получилась. Отправляйте в массу творог и еще раз взбейте его, чтобы творог распределился. Влейте лимонный сок с цедрой и финальное взбивание до однородности. Всыпьте в масляно-творожную основу смесь сухих ингредиентов, перемешайте ее. Масса должна выглядеть именно так, как показано на видео.
Не стоит смешивать массу руками, так масло начнет таять от тепла рук и тесто станет более мягким. Захочется ввести в него больше муки и в результате слишком плотный по текстуре штолен. Перевалите тесто на слегка присыпанный мукой рабочий стол. Слегка расплющите тесто и вывалите на него уже остывшие в алкоголе сухофрукты. Они впитали его, размягчились. У меня жидкости осталась буквально чайная ложечка, и ее также нужно использовать. Все должно пойти в дело. Посмотрите, как много начинки, это будет очень вкусно. Теперь быстрыми и уверенными движениями вмесите сухофрукты в тесто. Не стоит долго месить тесто. Добились распределения, подтянули в шар и стоп. После добавления начинки тесто станет более липким, поэтому слегка присыпьте его мукой для удобства обращения с ним. Немного покувыркайте ком, чтобы мука покрыла тесто и вам было комфортно формовать штоллины. Разделите тесто на две части. Формуем штоллины. Расплющите каждую часть теста в продолговатый пласт около 3 см толщиной. Ребром ладони продавите углубление, отступив от края примерно на треть. Аккуратно подогните меньшую часть на большую сторону. Слегка округлите штоллен. В духовке он будет раздаваться вширь, поэтому постарайтесь формовать его высоким. Аккуратно переложите штоллины на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между ними. Выпекайте рождественские штоллины при температуре 160-170 градусов в обычном режиме в течение 70-80 минут. Готовность штолленов проверьте деревянной шпажкой. Аромат во время выпечки трудно описать словами. Достав штоллины из духовки, их нужно сразу же смазать растопленным сливочным маслом. На 2 штоллина уходит ровно 50 граммов. На моем сайте есть рецепт английских рождественских кексов, который проверен годами и точно вам понравится. Ссылку я оставлю в описании под видео. После смазывания маслом посыпьте штоллины щедрым количеством сахарной пудры. Посыпайте до тех пор, пока масло не перестанет проявляться через пудру. Оставьте штоллины остыть в такой вот шубке, после чего заверните их в пергамент, затем в фольгу и после этого отправляйте их в пакет. Пергамент поможет распределять влагу, а фольга и пакет предотвратят высыхание. Выдерживайте рождественские штоллины в течение 3-4 недель в прохладном месте, но никто не запретит вам попробовать раньше. Уже через сутки можно насладиться их потрясающим вкусом. После выдерживания разверните штоллины. Слой сахарной пудры уселся, поэтому присыпьте их пудрой еще раз, чтобы придать им снежный вид. Давайте посмотрим, какими они получились внутри. Режется штоллен очень легко, не крошится. Текстура теста на разрезе однородная и мелкопористая, а аромат. Как жаль, что видео не передает аромат. Поэтому испеките и ощутите это сами. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Так вы не пропустите выход новых вкусных роликов. Меня зовут Галина Артеменко.